Поскольку в Киевской Руси существовала традиция передавать престол старшему из сыновей, то великие князья, оставляя множество наследников, обрекали их на кровавую вражду между собой. Несмотря на то, что наследники получали власть в одном из крупных городов, все они непременно стремились стать именно киевскими князьями и подчинить себе остальных братьев, ибо лишь тот, кто владеет столицей Руси Киевом, тот есть подлинный великорусский князь. Основной период междоусобиц пришелся на X-XI века. В то время произошло три крупных братоубийственных войны. В X веке враждовали сыновья Святослава, в начале XI воевали сыновья Владимира, в конце XI века за власть боролись сыновья Ярослава. Примечательно, что племена, населяющие Русь, никогда не гнушались воевать друг против друга. И неудивительно, громадная территория государства, образовавшегося из насильно присоединенных земель с обособленным проживанием местного населения, не позволяла сделать из разноплеменных обитателей Руси единый и неделимый народ. Ни о каком братстве и дружбе народов не могло быть и речи. Поэтому чужеродные племена с обобщенным названием русичи резали друг друга с большущим упоением и наслаждением. Нужно учитывать и то, что, обрабатывая скудные земли при примитивном земледелии, было очень сложно разбогатеть, зато можно было быстро обогатиться на грабительской войне, конечно, если жив останешься. Итак, после смерти князя Святослава в 972 году у него осталось три сына, которые имели право на наследство. Ярополку Святославичу достался Киев, Олегу Святославичу Овруч на территории древлян, Владимир Святославич получил власть в Новгороде. Все эти удельные князья имели единоличную власть в своих землях и могли управлять ими как хотели. Но Владимир и Олег захотели получить полную независимость для своих княжеств от воли Киева. Первым выступил Олег. По его приказу в землях древлян был убит сын воеводы Ярополка Свинельд. Узнав об этом, Свинельд решил отомстить и склонил Ярополка к походу на брата. В 977 году Ярополк напал на Олега, который не был готов к этому. И древляне вместе со своим князем отступили с границ в Овруч. Во время отступления князь Олег был задавлен копытами одной из лошадей, после чего древляне подчинились Киеву. Узнав о гибели брата, князь Владимир сбежал к варягам. В 980 году он возвратился на Русь вместе с варяжскими наемниками. В результате сражений с войсками Ярополка Владимиру удалось отбить Новгород, Полоцк и двинуться в сторону Киева. После успехов брата Ярополк созвал совет. Один из советников уговорил князя уехать из Киева и спрятаться в городе Родни. Лишь позже выяснилось, что то был изменник, отправивший Ярополка в умирающий от голода город. В результате Ярополк был вынужден начать переговоры с Владимиром. Он поехал к нему навстречу, но примирение не входило в планы Владимира, и по прибытии Ярополка убили варяжские воины. Владимир воцарился в Киеве и правил до самой смерти. Вторая междоусобица завязалась в 1015 году, когда умер князь Владимир, имевший 12 сыновей. Киевским князем стал Святополк, который без зазрений совести приказал убить собственных братьев Бориса и Глеба. А в 1016 году началась борьба между Святополком и Ярославом, впоследствии прозванным Мудрым. Княживший в Новгороде Ярослав, как обычно, собрал отряд из варягов и новгородцев и двинулся на Киев. После кровавой битвы близ города Любича Киев был захвачен, и Святополк вынужден был отступить. Однако в этом же году Святополк, пользуясь поддержкой своего тестя, польского короля Болеслава, собрал новое войско, отвоевал Киев и прогнал Ярослава обратно в Новгород. На этот раз Святополк остался княжить в Киеве до своей смерти. Третья вражда началась уже после смерти Ярослава Мудрого, воцарившегося на Киевском престоле. Он еще при жизни опасался, что его смерть приведет к семейной междоусобице. Поэтому заранее разделил власть между детьми. Хотя Ярослав оставил четкие указания для сыновей, кто и где будет княжить, желание захватить власть в Киеве было настолько сильным, что снова ввергло Киевскую Русь в кровавую войну. Согласно завету Ярослава, стольный Киев получил его старший сын Изяслав. Святославу достался Чернигов, Всеволоду Переяславль, Вячеславу Смоленск, а Игорю Владимир. После смерти Ярослава в 1054 году его сыновья сначала сплоченно сражались с внешними врагами-половцами, но когда внешняя угроза была ликвидирована, началась очередная война за абсолютную власть на Руси. На протяжении 1068 года на Киевском престоле восседали разные дети Ярослава Мудрого. Однако в 1069 году власть снова возвратилась к Изяславу, как и завещал Ярослав. В 1094 году уже наследники Святослава Ярославича, сына Ярослава Мудрого, начали борьбу за земли, принадлежавшие их отцу.
Киеве в ту пору княжил Святополк Изяславич, внук Ярослава Мудрого. Вражда между Святополком и Святославичами, Олегом, Давыдом, Ярославом, а также Владимиром Мономахом обострилась тогда, когда Южная Русь с трудом отбивалась от половцев. Многие земли, бывшие ранее в вотчине Святослава и его сыновей, все-таки вернули, хотя в ходе междоусобной борьбы они допустили много ошибок. Однако Киев по-прежнему остался за Святополком Изяславичем. Не успела завершиться междоусобная война 1094-1097 годов, как на смену ей пришла очередная. В этот раз борьба велась за западные земли – Требовль, Волынь, Перемышль. Наиболее известным эпизодом этой усобицы стало ослепление требовольского князя Василька Ростиславича. Это произошло сразу после Любечского съезда 1097 года, на котором князья пытались договориться о прекращении распри, однако результат оказался противоположным. В ходе войны киевский князь Святополк Изяславич сумел добиться присоединения Волыни и отдал его своему сыну Ярославу Святополчичу. Еще одна междоусобица началась в XII веке после гибели киевского князя Всеволода Ольговича. Основными противниками были Изяслав Мстиславич и Юрий Владимирович, известный как Юрий Долгорукий. В первую очередь война велась за Киев. Точка в непримиримой борьбе была поставлена лишь тогда, когда Изяслав умер, после чего Юрий сумел укорениться на киевском престоле. Юрию Владимировичу также удалось отделить Переяславль и Волынь от Киева. Правда, князь недолго правил. Обосновавшись в Киеве в 1155 году, он скончался уже в 1157. В 1158 году вновь развернулась борьба за княжение в Киеве. Над матерью городов русских в ту пору властвовал Изяслав Давыдович. Однако ему своих владений было мало, и он ввязался в борьбу за Галицкое княжество. Это привело к тому, что позиции Изяслава пошатнулись, после чего на киевский престол обратил взор смоленский князь Ростислав Мстиславич и волынский князь Мстислав Изяславич. В результате этой борьбы Изяслав Давыдович погиб. В одном из вооруженных столкновений его убили тюркские наемники, служившие русским князьям. Как видим, лишь владение стольным Киевом давало удельному князю статус полноправного властителя Руси. И ради завоевания Киевского престола алчные князья не щадили жизни ни своих близких родственников, ни тем более жизней своих подданных. Мол, бабы снова нарожают детей. Много крови пролилось на Руси в великой и бескомпромиссной борьбе за власть. И много крови еще прольется. Так уж сложилось, что без Киева любое образовавшееся на Руси государство является каким-то ущербным, ненастоящим.